Каждый из них — отдельный хаос. 5 зверей, у каждого своя улица. Не семейство, с которым хочешь поздороваться за ужином. Это куньи. Выдра не просто живет у воды. Она правит ею, как будто это ее личный джаз-клуб. Рыбы — это не еда, это билеты на шоу. Камыш — переговорный стол для сделок, которые никто не обсуждает вслух. Хвост — сигнал для тех, кто случайно встал не на той стороне. Она любит подкрадываться к добыче тихо, а уходить, будто ее и не было. Вода запоминает все. Она знает, кто хозяин, а кто случайный посетитель. Выдры собираются группами, как джаз-комбо после репетиции. Играют, ныряют, хохочут, устраивая собственные маленькие вечеринки. OUP Академик 1. Иногда кажется, что это просто шалости. Плещутся, гоняются друг за другом, кувыркаются в воде. Но на деле это тренировка координации, проверка рефлексов и даже элемент социальной иерархии. А потом, внезапно, мафия на воде. Никто не спорит, никто не пытается остановить. Выдра просто делает свое дело. Она мастер трюков, может прокатиться по камню, поймать рыбу на лету и в тот же миг нырнуть под лед, оставив за собой только брызги и легкий смех. Ее правила просты. Вода, территория, рыба, валюта, смелость не для слабых. Выдры любят поболтать друг с другом. Пищат, свистят, громко играют, как будто делятся последними слухами водного мира. И иногда эти шумные собрания выглядят почти как водное комедийное шоу. И если ты слышишь тихий всплеск, скорее всего, это она устроила свою мини-вечеринку у берега. Выдра не злодей, она артист, чьи представления проходят без билета, но с обязательным аплодисментом рыбы. И помни, под водой она кажется милой и игривой, но в деле настоящий стратег. Планирует маршруты, расставляет ловушки и умеет уходить сухой даже после самых рискованных маневров. В мире выдр каждый день — это маленькая драма, комедия и шоу одновременно. И если ты на берегу, будь готов наблюдать за самым забавным, но бескомпромиссным хищником реки. Росомаха идет одна. Она не нуждается в стае. Она по закон одиночества. Лес молчит, снег трещит под лапами. Это ее аплодисменты, ее аудитория. Росомаха не просто зверь, она машина выживания, встроенная прямо в природу. Размер иногда внушительный. Сила не всегда нужна, но когда нужно, это почти магия. Она не охотится большими группами. Каждая добыча — личная история, и каждая ошибка врага — ее урок. Даже медведь, волк, койот порой уходят, когда понимают, что Росомаха рядом. Она умеет ждать, подкарауливать, планировать на несколько часов вперед. Порой кажется, что она знает каждое движение в лесу до того, как оно случится. Формула проста. Если шевелиться, можно съесть. Росомаха не делает жестов, не ищет славы. Только лед, кровь, пар и момент. Она может пройти через заснеженный лес. Нет жалоб, только холод и уважение к законам выживания. Росомаха, это живая легенда одиночества. Почти миф, который ходит по лесу и оставляет после себя шорохи ветра, треск снега и легкий страх. Медоед — это баг природы. Не герой, не злодей, просто маленький зверек с огромным характером и невероятной смелостью. Кобра его ужалила. Он поймал ее, съел и ушел, как будто так и должно быть. Пчелы жалят. Он просто идет за медом и улыбается. Медоед живет там, где смерть устала пытаться. Его шрамы — трофей, его безумие — стиль. Он может выглядеть смешно. Маленький зверек, большая морда. Но когда идет, все живое расходится. Медоед не ищет славы, он просто делает то, что должен. В пустыне, под солнцем, на песке каждый его шаг оставляет мысль: не лезь.
Он умудряется быть вездесущим. Кажется, что его невозможно поймать на месте, но он всегда там, где нужно. Его стратегия – абсолютная уверенность, без лишних эмоций, но с максимальной эффективностью. Медоед не ищет врагов, он выбирает испытания. Там, где другие видят опасность, он видит сцену для собственного шоу. Он может атаковать змей вдвое больше себя, разбирать ульи с пчелами, даже если ужалят десятки раз. И при этом идти дальше, словно проверяет границы реальности. Его смелость – это не просто храбрость, а философия. Страх для тех, кто еще не понял правил игры. Медоед умеет играть с добычей, как с игрушкой, одновременно проверяя свои силы и смелость жертвы. Он прыгает, крутится, может ударить когтями или зубами в совершенно неожиданной точке, оставляя врага в легком замешательстве. Каждое его движение – продуманный эксперимент, каждое нападение – спектакль. Даже природа смотрит на него с удивлением и уважением. Он мастер обходить ловушки, нырять в узкие норы, разгадывать лабиринты пустыни и леса, и всегда выходит победителем. Иногда кажется, что он смеется над законами природы. Медоед способен буквально играть с опасностью, тестировать ее на прочность и уходить сухим, даже если столкнулся с медведем или змейкой, которая многократно больше его. Медоед — это не просто зверь. Это маленький хаос с широкой улыбкой, который живет по своим законам и оставляет после себя легенду. И если ты оказался рядом с его территорией, знай, шоу уже началось. И, возможно, ты просто зритель, который увидел один кадр этого бесстрашного, непредсказуемого, шаловливого и смертельно эффективного героя пустыни. Куница не гонится за добычей. Она – предвестник тишины. Куница – художник на охоте. Прыжок, хватка, исчезновение. Искусство в движении. Ночью лес шепчет ее имя. Куница. Ее движение как дым от сигареты в баре. Тихо, незаметно, но оставляют впечатление. Если ты вдруг почувствовал, что что-то было, значит, уже поздно. Она прошла мимо. Она не оставляет следов, но оставляет вопросы. Кто следующий? Работа куницы – точность, легкость, мастерство. Никакой драмы, никакого шума. Ее охота – это как танец. Каждый прыжок, каждая хватка – часть хореографии, где цель важна, но техника еще важнее. Она способна внезапно появляться там, где ее не ждут, и исчезать так же быстро, оставляя легкое чувство тревоги. Куница умеет играть с добычей, как с элементом искусства. Движения плавные, точные, почти артистические. Она знает лес так, как никто другой. Каждый куст, каждая тропинка — ее сцена, ее инструмент. И если тебе кажется, что ты видел что-то подозрительное, это просто урок, что лес живет по своим законам. Потому что чудо — это не свет, а отсутствие звука. Куница знает, что тишина — ее союзник. Ее искусство охоты — это комбинация ловкости, интуиции и магии ночи. И иногда кажется, что сама ночь подчиняется ей. Хорек — это ночь, тьма — его улыбка. Он не герой, он привычка, которая выросла в хищника. Куриный двор, сарай, подвал, его поле боя. Никто не слышит, как он приходит, никто не видит, как уходит. Он не жаждет крови, он жаждет тишины. Быстро, точно, без следов. Пока другие дремлют, он работает. Рассвет — не его время. Он устраивает хаос там, где люди привыкли к порядку, и делает это с удивительным мастерством. Хорек оставляет подсказки для внимательного наблюдателя. Легкий след, шорох мешка с зерном, тихий стук лапы по деревянной доске. Но эти подсказки — ловушка, проверка твоей внимательности. Каждое движение хорька — продуманный эксперимент. Он может подкрадываться с разных сторон, уходить и возвращаться через несколько минут, меняя маршрут, чтобы оставаться незамеченным.
Он охотится с математической точностью, знает, когда зайти, когда уйти, где спрятаться и как использовать тьму как союзника. Иногда кажется, что он играет с добычей, проверяя ее рефлексы. Он быстро прыгает, делает неожиданные рывки, исчезает, словно растворяется в воздухе. Ночь для него не просто время суток, это сцена, где он главный актер. Свет ему не нужен, только тишина и добыча. Он умеет использовать пространство так, как другие хищники и люди даже не подозревают. Каждый угол сарая, каждая темная ниша — его инструмент. Ты либо в списке, либо вне поля зрения. Хорек не герой, не злодей. Он наблюдатель, стратег и мастер невидимости. Даже если кажется, что он просто маленький, милый зверек, под маской обычного хищника скрывается абсолютная эффективность и бесстрашие. И если ты вдруг проснешься и найдешь следы, знай, ночь уже прошла мимо. Ты был свидетелем ее закулисья, а хорек уже ушел, оставив после себя только ощущение, что что-то важное произошло.